Привет, друзья! Сегодня Европа и Германия оказались в эпицентре сразу нескольких громких событий. Неимоверный сбой в аэропортах, из-за которого пассажиры в Берлине, Брюсселе и Лондоне столкнулись с трудностями при регистрации и сдаче багажа. Новые консультации НАТО после пересечения воздушного пространства Эстонии и Польши российскими самолетами. Споры в Берлине вокруг обещанного миграционного поворота. Масштабные проверки ресторанов и гостиниц таможни Германии, а дальше заявление Дональда Трампа о ТикТоке и переговорах с Китаем. Неожиданные перемены в стратегии Porsche и Volkswagen на рынке электромобилей, очередное требование пилотов Люфтганза улучшить пенсионную систему и возможные забастовки, и даже решение поднять цену на Deutschland Ticket. Какие последствия все это может иметь для Европы и Германии? Обо всем подробно разберу в этом выпуске. Подписывайтесь, чтобы не пропустить самые важные последние новости Европы и Германии. Итак, сегодня выяснилось, что крупный кибератакованный сбой затронул системы регистрации пассажиров и оформления багажа в ряде европейских аэропортов. Затронута компания Collins Aerospace, которая обслуживает чек-ин и системы сдачи багажа. Из-за атаки аэропорты Берлина, Брюсселя и Лондона столкнулись с задержками и очередями. В то же время оператор франкфуртского аэропорта, компания Fraport, заявила, что их терминалы не пострадали напрямую и что кибератака не влияет на работу аэропорта. Но последствия для пассажиров все же возможны. Из-за сбоев в других аэропортах часть рейсов может задержаться, и это может вызвать эффект домино. В аэропорту Франкфурта призвали пассажиров заранее проверять статус своих рейсов и заранее приезжать, учитывая возможные задержки. Компания Collins Aerospace подтвердила, что работает над устранением проблемы. Затронуты электронные системы регистрации и сдачи багажа. Пассажиры могут воспользоваться альтернативой ручной регистрации. Но на этом список важных событий только начинается. НАТО на следующей неделе с понедельника проведет экстренные консультации из-за нарушения воздушного пространства со стороны России. Инцидент вызвал серьезное обсуждение. Эстония подала запрос на встречи по статье 4 договора НАТО, которая предусматривает консультации, если одна из стран-членов чувствует обеспокоенность. По данным Эстонии, 3 боевых самолета пересекли ее воздушное пространство без разрешения. Польша также заявила об аналогичных нарушениях. 2 российских самолета пролетели вблизи буровой платформы в Балтийском море. Генсек НАТО Марк Рюте назвал реагирование Альянса оперативным и решительным. Италия направила истребитель F-35, которые вступили в патрулирование воздушного пространства над Балтийским регионом после появления нарушителей. Также свои ВВС подняли Швеция и Финляндия. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас выступила с резким заявлением, цитата: «Третье нарушение воздушного пространства за несколько дней. Это угроза спокойствию в регионе, провокация, которую нельзя игнорировать». И еще одна новость о миграции в Германии. Федеральное правительство Германии под руководством Фридриха Мерца обещало миграционный поворот, более жесткую политику в отношении беженцев и мигрантов. Но эксперты предупреждают, между обещаниями и реальностью существует разрыв. Министр внутренних дел Александр Домбрид предложил ужесточить правила, усиливать контроль на границах, быстрее возвращать людей, которые прибыли нелегально, ограничивать семейное переселение. Но уже были случаи, когда суды заявляли, что некоторые меры противоречат законодательству. Коалиция ХДС-ХСС и СДПГ, Социал-демократическая партия Германии, разошлись во мнениях, какие изменения допустимы. СДПГ выражает озабоченность по поводу соблюдения прав человека и хочет избегать законов, которые могут быть признаны неконституционными. Еще один вызов – это реализация правил на практике. Даже где законы ужесточаются, ведомствам не хватает самих сотрудников, инфраструктуры и средств, чтобы обеспечить все, что обещано. Таким образом, миграционный поворот Мерца – это амбициозная цель, но ее успех зависит от того, насколько тщательно будут проработаны детали и насколько правительство сможет преодолеть юридические препятствия и организационные сложности. И еще интересное, новое, неожиданное событие. По всей Германии началась масштабная операция ЗОЛ, таможни, против незаконной занятости в ресторанах, барах и гостиницах. В акции участвуют, внимание, более 2600 сотрудников финансового контроля по борьбе с серой занятостью. Основная цель проверок – это выяснить, соблюдается ли законы, минимальный размер оплаты труда, ведется ли учет рабочего времени, оплачиваются ли страховые взносы и законны ли документы работников.
Также проверяется, пользуются ли работники пособиями или на самом деле они работают нелегально. В Кёльне уже обнаружены первые нарушения. 3 заведения не платили минимальную ставку, либо уклонялись от правил учета труда. А я напомню, что минимальная зарплата по закону с 1 января составляет, внимание, 12,82 евро в час. Размер штрафов, а также последствия для нарушителей могут оказаться серьезными. Далее новость, на которую стоит обратить внимание. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что в разговоре с председателем Китая Си Цзиньпинем достигнута договоренность по поводу видеоприложения TikTok. По словам Дональда Трампа, китайская сторона согласилась на сделку, которая позволит TikTok продолжать работу в Соединенных Штатах Америки. При этом американские инвесторы получат контроль над американским бизнесом платформы. Однако пока что остается много неясностей. Трамп не рассказал, как именно будет устроена финансовая структура сделки, какую долю займут американские инвесторы и каковы будут детали контроля над алгоритмом приложения. Также известно, что участники сделки обсуждают, какую роль сохранит китайская компания-владелец ByteDance и насколько сильно Китай сможет влиять на TikTok в будущем. Трамп подчеркнул, что договоренность все ближе и что инвесторы уже готовятся. Также он отметил, что сделка будет защищать национальную безопасность Соединенных Штатов Америки и предотвращать иностранные вмешательства. А дальше еще интереснее. Porsche, входящая в группу Volkswagen, вновь меняет стратегию в переходе на электромобили. По словам главы компании Оливера Блюма, из-за слабого спроса на электромодели, особенно в Китае, а также из-за высоких пошлин в Соединенных Штатах Америки, запуск новых электромобилей откладывается. Вместо планов полностью электрических SUV-моделей, например, той, что должна была быть выше по статусу Cayenne, Porsche сначала предложит ее как гибрид или автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Также модели Panamera и Cayenne сохранят версии с традиционными мотором и гибридное исполнение еще в течение долгого периода. Перестройка обойдется Porsche и Volkswagen в значительные суммы. Дополнительные расходы по стратегии уже оцениваются примерно, внимание, в 3,1 миллиарда евро в этом году. При этом Porsche предупреждает, что прибыль в 2025 году будет значительно ниже ранее заявлено, и компания может едва выйти на прибыль, если ситуация не улучшится. Volkswagen также ощущает давление, чистую операционную доходность, то есть маржу. В этом году они пересмотрели вниз до 2-3%, тогда как ожидали, я напомню, 4-5%. Меняются планы производства, сроки запуска новых моделей и платформы электромобилей. Все это отражает те реалии рынка, которые оказались сложнее, чем ожидалось. И это еще не все. Новости, которые вызывают активное обсуждение в Германии. Пилоты авиакомпании Lufthansa требуют улучшения своей корпоративной пенсии. По их словам, пенсионная система, введенная еще в 2017 году, уже не обеспечивает тот уровень выплат, который был до ее реформы. Руководитель Lufthansa, в частности глава компании Йенс Риттер, называет эти требования неоправданно дорогими. Он заявил, что если предложения профсоюза объединения пилотов будут приняты, расходы компании на пенсии пилотов почти удвоятся. Они вырастут до 228 миллионов евро в год. Йенс Риттер подчеркнул, в нынешнем положении это не просто невыполнимо. Такой финансовой нагрузки Lufthansa не потянет. Профсоюз объединения пилотов намерен провести голосование за забастовки до конца сентября, если ее требования не будут удовлетворены. Пилоты настаивают на более высоких взносах со стороны работодателя, чтобы вернуть уровень пенсии к прежней модели с гарантированными выплатами. Lufthansa предупреждает, если потребуется часть воздушной техники, может быть передислоцирована в филиалы, где условия управления другими видами затрат более выгодны. И еще одна важная новость, которая не обрадует многих жителей Германии. Цена популярного билета Deutschland Ticket в Германии вырастет с начала 2026 года. Сейчас он стоит, напомню, 58 евро в месяц, а с нового года цена поднимется до 63 евро. Такое решение приняли министры транспорта федеральных земель на внеочередной конференции в Мюнхене. Это повышение вызывает критику, потому что в коалиционном соглашении, я напомню, между ХДС, ХСС и Социал-демократической партией Германии СДПГ было четко прописано, что до 2029 года доля, которую платят пассажиры, останется стабильной и повышение будет постепенным и социально приемлемым. Правительство говорит, что транспортные компании терпят убытки из-за роста расходов на энергию, оплату труда и обслуживание.
Партнеры из земель подтвердили, что федеральное правительство и местные власти до сих пор совместно выделяют средства на поддержание системы по 1,5 миллиарда евро каждый. Но пассажиры считают, что обещание было нарушено. Ассоциации и лоббисты общественного транспорта говорят, что люди зависят от этого билета и любое повышение цен ощутимо. Подводя итоги, билеты станут все же дороже, обещание коалиции под вопросом, а транспортный бюджет Германии получает еще одну задачу – убедить людей, что рост цен оправдан. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.